В «Коммерсанте» вышла мало кем замеченная, но очень важная заметка. Со ссылками на источники в Министерстве сельского хозяйства и Министерстве промышленности и торговли издание пишет: правительство взялось регулировать закупочные цены ритейлеров на основные товары. Предполагается, что 80-90% продовольствия в стране будет реализовываться по жестким годовым контрактам между производителями еды и торговыми сетями. И контракты эти предполагается заключать с фиксированной ценой. Идея ясна. Два министерства собрались вручную регулировать цены на потребительские товары, чтобы рынок не колебался в течение года. Видимо, рост продовольственных цен – проблема такого масштаба, которую нужно решать любыми доступными методами. Сегодня обсудим, к чему такое регулирование ведет и насколько возможна вообще реализация этой инициативы. Во-первых, такое решение означает полный передел всего сельхозрынка под крупнейшие агрохолдинги. Когда вы целый год обязаны поставлять свое продовольствие по фиксированной цене и никаким образом не можете такой контракт разорвать, у вас должен быть огромный избыток свободных ресурсов, чтобы соблюсти условия такого кабального договора. Выращивание и производство еды – это бизнес, в котором издержки меняются постоянно и непредсказуемо. Слишком мало дождей – плохо. Слишком много дождей – плохо. Слишком жарко – плохо. Слишком холодно – плохо. Много вредителей, поменьше вредителей. Любой такой параметр тут же влияет и на сбор картошки с капустой, и на заготовку кормов для животных. Все, кто выращивал что-то даже на собственных 6 сотках, понимают, год на год не приходится. В один сезон сложились идеальные условия, и осенью картошку девать некуда. Всем подъездам, всеми друзьями и родственниками ее доедают до весны. А в другой сезон, как часто происходит в наших средних широтах, долбанут заморозки в разгар мая, и половина вашего будущего урожая померзнет на этапе посевного материала. Вместо мешка красивых румяных клубней с той же грядки соберете осенью пол-ведра подземного винограда. В промышленных масштабах на непредсказуемость природных условий накладывается непредсказуемость цен. Удобрений для растений, корма и лекарств для животных, дизеля для техники, оборудования, запчастей и прочих расходных материалов. Цена на все это может очень сильно меняться по ходу года. На издержки в производстве еды критически влияют почти все остальные рынки. Если у вас на личном Мерседесе отлетела коробка передач, а новая в результате войны, санкций и изменения курса валют стоит втрое дороже, у вас хотя бы есть вариант пересесть на метро до лучших времен. Если же накануне уборочной на вашем комбайне John Deere полетела коробка, то у вас нет варианта самому взяться за косу и убрать урожай на 200 гектаров. Вам придется купить новую прямо сейчас за столько, за сколько продают. Себестоимость производства одной куриной тушки, одного яйца, 1 килограмма говядины, 1 кочана капусты может сильно меняться под влиянием сотен факторов, большинство из которых непредсказуемы. Если вы торгуете пылесосами, не может быть такого, что товар поразила эпидемия и пришлось весь склад сжечь и закопать в глубокой яме. А с птицей и животноводством это вполне обычная история. Но при всем, что мы сказали сейчас, есть некоторая разница между тем, что могут себе позволить малые и крупные игроки. Если вы огромный агрохолдинг, у которого на счету лежит $1 миллиард рублей свободных денег, вы можете отгружать ритейлерам десяток яиц по 80 рублей, даже если в производстве десяток стал стоить 100. Так может произойти, например, из-за удорожания импортного инкубационного яйца, роста издержек на рабочую силу и сокращения поголовья. У вас есть подушка безопасности в виде живых денег. У вас, как крупного агрохолдинга, есть еще 50 направлений бизнеса, и прибыль от продажи сливочного масла перекроет потери на яйцах. Но если вы независимая птицефабрика, попавшая под такой кабальный контракт, обязывающий вас продать в убыток, понятно, что на этом вашему бизнесу конец. Во-вторых, мера, принуждающая крупных производителей и ритейлеров к заключению картельных сговоров, то есть резко ограничивающая конкуренцию, это в высшей степени проинфляционное решение. Производители, получающие гарантированный объем закупок на год вперед, которые не могут поменять на него цену, заведомо знающие, что на полках их товар будет стоять, и неважно на каких условиях они его туда поставят,
Такие производители будут закладывать вообще все гипотетические издержки уже на этапе заключения договора. Если сейчас вам десяток яиц в производстве стоит 50 рублей, они сразу предполагают худший расклад и закладывают 100, а значит договор заключат по 120, а могли бы по 60. При свободной конкуренции такие дела невозможны, потому что отпускные цены меняются в соответствии с внешними обстоятельствами. Но если мы в декабре заключаемся на весь наступающий год, то да, мелочь и середняки сразу отваливаются, а крупняк в картеле с ритейлерами закладывает в производственные траты все, от заморозков до ящера, и даже больше. Но этим дело не ограничивается. Такого рода политика правительства – это не единичный акт, это покушение на саму структуру ценообразования. И покушение такое просто не может остановиться на уровне агрохолдингов и ритейлеров. Крупнейшим агрохолдингам, конечно, понравится идея вступить в картельные отношения с продавцами и выдавить с рынка сначала мелких конкурентов, а затем средних, а потом вообще всех, кроме 2-3 крупнейших. Но уже на следующем шаге они окажутся в ситуации, которая выглядит не настолько хорошо. В ситуации, где они связаны годовыми нерушимыми контрактами с продавцами. Но находятся они по-прежнему в рыночной экономике. В ситуации, где они не могут даже на рубль поднять цену на морковку, что бы ни случилось, даже если весь урожай начисто побило градом. А нефтяники-то спокойно могут зарядить им плюс 30% на соляру. На контракте агрохолдинги не смогут сказать: картошки собрали меньше из-за холодов, поэтому она стоит дороже. Зато производители кормов смогут повысить цену на овес из-за холодов вдвое. Ситуация, когда отпускная цена говядины фиксированная, а антибиотики для коров могут дорожать как хотят, очень неприятная. Агрохолдинги в такой ситуации неизбежно придут в правительство и скажут: друзья, вы нас затащили в годовые жесткие контракты, мы теперь становимся нерентабельными, потому что все дороже стало. Солярка в 1,5 раза, корма вдвое, лекарства втрое, семенной материал в 5. Сажайте-ка всех наших поставщиков тоже на такие кабальные контракты. Либо прямыми государственными дотациями компенсируйте убытки, связанные с тем, что мы зависли между рыночной и плановой экономикой. Обычно, когда такие компании приходят к правительству с такими разговорами, дескать, давайте спасать нас от банкротства, они бывают посланы в обзорную экскурсию по Золотому кольцу реального мира, где им никто ничего не обещал и заниматься этим бизнесом не заставлял. Если в выращивании баран вам обходится втрое дороже, чем мясо этого барана стоит в итоге, то вопрос только в том, кто ж тут реальный баран. Тут ситуация радикально иная сейчас будет, когда это все введут. Обсудим подробнее после небольшой рекламы. Во многих странах действуют ограничения на операции с наличными. Так государства борются с теневой экономикой и серыми доходами. Поэтому при путешествии за границей лучше иметь с собой карту зарубежного банка, а то и 2 на всякий случай. К тому же их сейчас достаточно легко и быстро можно оформить. Например, через компанию Skyzit. У них удаленно можно оформить карту банка ближнего зарубежья и получить ее с доставкой на дом. Из документов понадобится только загранпаспорт. С картой вы сможете оплачивать онлайн-сервисы, бронировать отели и совершать покупки за границей. Ее можно подключить к Google Pay и расплачиваться пластиком. Приложения банка и техподдержка работают на русском языке, а пополнять счет можно с российской карты. А еще для каждого клиента бонусом идет страховка для путешествий и доступ в бизнес-залы в аэропортах. Если вы думали, что завести такую карту дорого, то это не так. У Skyzit есть доступные цены и даже рассрочка с первым платежом через месяц. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать подробности. С промокодом CATS будет скидка до 15 тысяч рублей на услуги команды. И еще в подарок к вашей карте приложат вот такую наклейку, напоминающую о нашем канале. Продолжаем. Мы говорили о том, что в обычных условиях компания, которая требует от правительства спасти ее от банкротства, оказывается послана изучать реальный мир, где ей никто ничем не обязан. Но тут-то ситуация радикально иная. Когда весь продовольственный рынок представлен картелем 3 агрохолдингов и 5 торговых сетей, и притом создан вами искусственно, в такой ситуации вы, как правительство, не можете дать всему этому делу обанкротиться, иначе у вас просто еда с полок пропадет.
Перед правительством в таком случае будет стоять очень неприятный выбор. Либо откатывать эту свою глобальную глупость, возвращать все продовольствие в рынок со свободным ценообразованием и получать резкий скачок цен, что никому не понравится, конечно. Либо напрямую датировать производство еды, закрывать убытки. Либо распространять ценовое регулирование дальше на производителей кормов, удобрений, сырья, на импортное оборудование и запчасти. Для каждого этапа товарной цепочки придется создать аналогичные годовые контракты под контролем правительства с фиксированными ценами, в условиях которых, опять же, смогут выживать только самые большие игроки, которые, с одной стороны, смогут позволить себе выращивать корма по ценам, заложенным в декабре, несмотря на подорожание соляры и удобрений в мае, а с другой стороны, смогут сами ходить в правительство и говорить: «Вы нас загнали в кабалу, заставляете торговать в убыток, так дайте денег». Ну или производители соляры теперь идите обработайте. Таким образом, на каждом этапе создаются либо монополии, либо олигополии. Отношения регулируются уже не спросом и предложением, из которых формируется цена, но строгим обязательством осуществлять поставки любой ценой. И если на любом из этих этапов хоть что-то идет не так, у кого-то кончаются деньги на компенсацию потерь, кому-то правительство не подкинуло денег на закупку удобрений вовремя, если случается хоть какой-то форс-мажор, вся эта схема с жесткими контрактами монопольных поставщиков тут же начинает рушиться по принципу домино. Картошка в магазине не становится дороже, она просто исчезает. Ведь если производитель не выполнил контрактные обязательства, ритейлеру просто не у кого купить картошку, даже подороже. Если вам кажется, что система с такими контрактами – это заявка на плановую экономику, то вы правы. Если из борща убрать свеклу, получится просто щи. Если из рыночной экономики убрать свободные цены, заменив их обязательствами, то получится госплан. Почему Минсельхоз совместно с Минпромторгом продает эту идею именно в таком виде? Потому что идея ценового регулирования в лоб в нашем климате растет плохо. Люди, пережившие советский строй, в том числе Путин, хорошо понимают, прямое дирижирование потребительской экономикой – путь к катастрофе, к абсолютной нищете и пустым полкам, заставленным одним только 3-литровыми банками томатного сока. Тут авторы мягко стелят. Дескать, мы же не предлагаем госпланы и госкомцен, не предлагаем выгнать депутатов из здания на Охотном ряду и ценники вручную там теперь рисовать. Мы предлагаем капиталистам самостоятельно договориться о цене веревки, на которой их повесят. Да всего-то ничего. Это просто такое соглашение, которое позволит ценам в магазинах не скакать в течение года, не бесить людей. Под чутким руководством правительства поставщики и продавцы просто договорятся по справедливой цене, что позволит им зарабатывать достаточно, но не обирать народ внезапными скачками цен. В принципе-то экономика остается рыночной, но на конкретном ее участке, на финальной миле между товаропроизводителем и покупателем, да мы даже не ограничение скорости поставим. Поставим просто гаишника, и пусть ездит мимо него настолько быстро, насколько совести хватит. С одной стороны, звучит это все не так ужасно, как прямое регулирование цен. Но с другой, именно такой формат говорит о фундаментальном непонимании основ рыночной экономики и роли свободных цен в ней. Не будем читать тут лекцию, сфокусируемся именно на нашем случае, где рыночная экономика с частной собственностью и свободными ценами позволяет заниматься очень большими, очень дорогостоящими и очень кровавыми, к сожалению, глупостями. Чиновники любят хвастаться благополучием, к которому не имеют никакого отношения. Что во время войны, санкций, скачков валютного курса, постоянных проблем с трансграничными платежами полки ломятся от товаров, в стране нет никакого потребительского дефицита. Что ушедшая с рынка Кока-Кола стоит в магазинах, привезенная из десятков стран, выбирая хоть британскую, хоть польскую, хоть китайскую, хоть иранскую, какую хочешь. Так вот, благополучие это обеспечено только свободным ценообразованием, которое определяется спросом и предложением. Тем, что пока рынок подвижен и условные сельхозпроизводители могут просто поднять цену в ответ на рост издержек, а не останавливают производство, потому что не вывозят неразрывной контракт. Да, у нас при дефиците рабочей силы, при запретительно дорогих деньгах, при постоянно меняющихся внешних условиях, при военке, высасывающей все ресурсы из реального сектора,
при постоянных нарушениях в цепочках производства и поставок, при постоянных локальных дефицитах, при всем этом многообразии бардака у нас не наступает 89-й год даже и близко, не происходит коллапса. Но все это заслуга не Путина, не правительства и не Центробанка. Все это чудо держится силой множества экономических агентов, десятков миллионов продавцов и покупателей, отношения которых регулируются свободными ценами. Очевидно, что часть правительства и сам Путин видят в этом проблему. Проблему не экономическую. Вряд ли у Путина и его референтной группы в принципе есть экономические соображения. Они видят в этом проблему безопасности. С их точки зрения, бесконтрольный рост цен на базовые товары, который весьма явно бросается гражданам в глаза, демонстрирует слабость государства, которое в данном случае коммерсантов распустило, и они делают, что хотят. Свободное ценообразование, если задуматься, вообще последняя вольница, которая в нашем государстве осталась. Уже давно нельзя говорить, что хочешь по телевизору, довольно давно нельзя по собственному разумению написать что-нибудь в интернете, и вот уже несколько лет не может существовать хоть сколько-то независимых кандидатов на сколько-то серьезных выборах. Уже пару лет мы живем в ситуации, где государство по закону может объявить любую собственность неверно приобретенной, любого владельца негодным и таким образом отобрать, что попало. Причем отобрать миллиардную компанию сейчас легче и быстрее, чем квартиру у немощного старика. Никакой свободы частной собственности нет. Теперь только государство решает, что и кому принадлежит, что кому можно продать. Российский список Forbes, если в кэш не вышли и в Дубай не улетели, просто наемные государственные менеджеры, которые числятся собственниками активов постольку, поскольку им дозволено. Фактически, назначить цену и продать за нее мешок картошки – последнее, что сегодня в России делать можно, не спрашивая ни у кого разрешения. Ценник – это последний оплот свободы. Именно это обстоятельство делает обсуждаемую инициативу с длинными договорами, контролируемыми государством, не просто каким-то торгом с бизнесом, а совершенно логичным и, как следствие, очень опасным развитием событий. Переход к ручному контролю потребительских цен и экономических отношений вместо монетарного шаманизма, который явно кажется всем малоэффективным, совершенно закономерный следующий шаг в усилении государства. Государству, а точнее говоря Владимиру Путину, совершенно на нынешнем этапе не нравится ситуация, в которой есть политически значимая зона человеческой активности, живущая сама по себе, а не находящаяся на ручном управлении или под чутким контролем. Не нравится, что когда он перегревает экономику военными расходами, загоняет государство в долги, цены на еду начинают расти, а люди раздражаться. Это не порядок, это слабость, это недостаточный контроль. Не может быть таких виртуальных рыночных сил, которые мешают осуществить большие государственные задачи. Именно поэтому идею о создании на самом деле разрушительного схематоза продать Путину будет несложно. Схематоза, где можно принять решение потратить еще несколько триллионов, ведь нам очень важно зафигачить ракетами и захватить руины очередного райцентра или вообще села, но цены вообще на это не отреагируют, ведь есть контролируемые государством контракты. Это катастрофично для российской экономики. Это реальный путь к каскаду банкротств и настоящему дефициту. Но в деле усиления государства происходящее чрезвычайно логично. До завтра.